Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня в этом видео я хочу предложить вам связать вот такого вот миленького олененка. Да, сейчас лето, но Новый год не за горами. И все мы знаем, что под Новый год частенько заказывают разных оленей под елочку, в подарок, просто для декора, деткам. И сегодня предлагаю связать вот такого замечательного олененка, детеныша. Этот мастер-класс будет экспресс. Я не буду подробно ничего показывать, просто оставлю вам схемки на экране и расскажу, где что я пришивала. Итак, покажу поближе. Вот такой вот малыш. Это все по той же схемке, много игрушек по одной схеме. На канале у меня есть подробный мастер-класс на тело. Я вам оставлю описание тела под видео. А здесь на экране вам добавлю описание ушек, рожек, мордочки, носика, хвостика. Здесь есть вот такой вот маленький хвостик. Я думаю, достаточно симпатично смотрится. Вот. Оставлю вам схемки, вы без проблем все это дело свяжете. Так, для вязания оленя нам потребуется основной цвет 0,7 Yarnart Jeans. Его нужно буквально пол моточка. Ну, все зависит, конечно, от вашей плотности вязания, но у меня вот уходит 25-28 грамм. На одну игрушку даже уходило 22 грамма, но там был Alize Cotton Gold. Вот. Далее на рожки и кончики копыт, вот это вот части нужно цвет 40. Ну, можно также использовать какой-нибудь другой коричневый. Также и для тела можно другой. Но я просто показываю, из какой пряжи я вязала вот этого олененка. Также я использовала 0,5 на мордочку. В принципе, можно и 0,3 использовать, просто будет посветлее. И на носик я использовала 90 цвет, красный. Но можно и 56 использовать. Просто немножко другой будет оттеночек. Вот, такие моточки использовались. Красного совсем немножко нужно, как видите. 0,5 немножко. Ну, а тут рожки, копытца. Основной только вот 0,7. Также есть красивый цвет у Alize Cotton Gold. Это 0,2. Тоже отлично подойдет для оленей. Итак, начнем вязание самых простеньких деталей. Первую детальку вяжем носик по этой схемке. Далее мордочку вяжем 0,5 цветом. Рожки вяжем коричневым 40 цветом, либо тем, которым вы хотите, по вот этой схеме. Смотрите, когда вы соединяете рожки, смотрите, чтобы у вас было именно то количество петель, которое должно быть. Если вдруг у вас здесь получается между ними дырочка, просто сделайте убавку. Просто все по-разному соединяют две детальки. Здесь принцип вязания точно такой же, как если мы вязаем вот эти вот ножки. То есть мы вяжем одну детальку, ну здесь мы набирали воздушные петли, а здесь вот в рожках мы просто связали одну детальку и сразу присоединяемся ко второй. И эта первая петля у нас будет начало ряда. И все дальше вяжем с убавочками, чтобы у нас получились вот такие вот рожки. Также у меня на канале есть уже мастер-класс по оленю, который побольше, такой рождественский олень, которого можно посадить. У него есть тоже рожки. Вы можете прямо зайти на этот мастер-класс. Я оставлю вам вот здесь вот ссылочку. И вы можете пройти, и там подробно я показываю, как связать рожки, только немножко другой формы. Если те рожки вам по виду понравились, вы можете просто пройти на то видео и связать подробненько попетельно те рожки и сюда их пришить. В принципе, я думаю, что они тоже неплохо сюда подойдут. Далее нам нужно связать два ушка. Будем вязать по вот этой вот схеме. Когда вы их свяжете, вы сложите их пополам, вот так вот сошьете
и пришьете. Ушки я пришивала на 10 и 11 ряд, если считать вот отсюда от закрытия. То есть закрытие это первый ряд, и вот на 10-11 я пришила ушки. Вы же тоже смотрите, как вам больше нравится. Может быть, вы вот так вот ушки эти пришьете. Ну, то есть вот так вот висячие или так. Ну, в общем, как вам нравится, так вы пришиваете. Ну, просто рассказываю, что мои на 10-11 ряд вот на 2 ряда пришиты. Рожки я пришивала на 3, 4, 5 ряд. Тоже вот считаю закрытие первый, второй и потом 3, 4, 5. Ну, вы же тоже, смотрите, может быть, вам подальше нравится, чтобы вот так вот пришить как-то или так. Ну, то есть можете сдвинуть их, как вам нравится. Ну, с мордочкой тут все просто. Просто переложили ровненько и относительно глазок пришили. И носик вот так вот сверху. Я отступила здесь 2 рядочка и потом пришила. Если вдруг у вас есть какие-то трудности с пришиваниями, вы можете пройти на другие мои мастер-классы подробные, которые есть на канале. Там я показываю, как пришиваю детальки. Причем вам там не нужно ходить по всему видео, просто зайдите под видео в описание. Я там оставляю обычно на длинных видео тайм-код, на который вы можете нажать и посмотреть, как я вывязываю какую-то детальку, либо ее пришиваю. Вот. Так что я думаю, для вас не составит никакого труда связать вот такого олененка. Хвостик мы вяжем по вот этой вот схемке. И также хотите пришивать его вверх, а хотите можете перевернуть и пришить вниз. Но это уже как вам нравится. Можете вообще его не пришивать, если вдруг будете вязать оленю какую-то одежду. Тогда будет хвостик вам мешать. Ну, в общем, так сказать, хвостик это на любителя. Для тех, кто любит хвостики. Вот. Кстати, хвостик я пришила на 6-й рядок. То есть от начала тела по схемке вот отсчитываем. Здесь вот соединялись мы, отсчитываем на 6-й рядочек и вот сюда я его пришила. Но опять же это просто на мое усмотрение. Вы можете выше, ниже и как вам нравится пришивать. Теперь по телу. Скажу пару слов. Вот эти вот копытца и ручки я вывязывала по 5 рядочков. То есть в некоторых игрушках я вывязываю вот здесь вот побольше эту часть. В некоторых вообще цвет не меняю. Допустим, если мишку вяжу, то цвет не меняю. Но оленя я провязала 5 рядочков коричневым, потом сменила ниточку и уже вязала другим цветом, чтобы эта часть была немножко поменьше. А у котика, допустим, там вяжу побольше рядов, ну, потому что там лапка, нет смысла делать эту часть маленькую. Но это уже совсем другая история. Поближе покажу, как у меня расположены бровки. Вдруг кому-то надо. Вот реснички, белочки. Все это я показываю, как вышить на мастер-классе единорожка. Также там можете посмотреть, как пришивать ушки. Все подробненькие мастер-классы, в которых вы можете что-то для себя посмотреть, подчеркнуть, да, как что связать, я оставлю вам в описании. Можете пройти по ссылочкам, посмотреть, как пришить мордочку, как пришить ушки. Также вот рожки пришиваются так же, как и ушки. Просто ставите детальку и пришиваете точно так же. При желании можете сюда животик вывязать, если вам хочется. Вот. Все рассказала, все показала. Надеюсь, что у вас все прекрасно получится. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, пишите мне в комментариях, и я обязательно вам помогу. Буду ждать ваши готовые работы в Инстаграм или в группе ВКонтакте. Оставлю вот здесь вам Инстаграм свой. Вы можете пройти и, допустим, отметить меня в публикации, выставить сторис, отметив меня, либо же просто прислав фотографию мне в директ. Я очень люблю смотреть, какие игрушки получаются по моим мастер-классам. Все, огромное всем спасибо, что вязали вместе со мною. Спасибо, что вяжете по моим мастер-классам. Надеюсь, они для вас понятные. И у вас все получилось. Спасибо всем огромное за просмотр и всем пока.